Уважаемые дамы и господа, я рад вас приветствовать на нашем пятничном бесплатном вебинаре. Данный вебинар сегодня будет посвящен ответу на ваши вопросы, которые я собираю медленно, но уверенно. Одна из идей, которая у меня возникла, когда я вообще начинал вести эти вебинары, заключалась в том, чтобы быть полезным людям. Таким образом, я стараюсь быть максимально полезным тем людям, которые присутствуют на данных вебинарах. Хочу сказать о том, что сегодня я проводил специальный опрос в своей группе в Facebook, она называется Дуйко, Кайлас и РТЕ, и у меня получился ряд вопросов. Я так предполагаю, что на сегодняшний день очень большое количество людей испытывают самые негативные состояния. Это, скорее всего, связано с тем, что праздники прошли, тем, что праздники, как ни странно, изматывают человека. Сегодня я хотел бы ответить на один из вопросов, который очень многое количество людей мне задает, не учеников школы, в тибетской формуле. Это вопросы, как же справиться с негативными состояниями, которые возникают у человека. Можно ли, есть ли способы эзотерические, существуют ли философские идеи. Я постараюсь сегодня на все эти вопросы ответить. Итак, очень часто у людей появляются панические атаки, которые, объяснять, что это такое, я не буду. Навязчивые идеи, это все имеет свое название. Панические атаки — это могут быть вегетососудистые дистонии, обсессии, или это могут быть компульсивные состояния. Это все может переходить в определенные заболевания. Мне бы хотелось дать свои рекомендации как эзотерика по поводу этих состояний, так как человек, который попадается в ловушку психонегативных состояний, в дальнейшем не может с легкостью вырваться. А эзотерика, по моему мнению, или нужно правильно говорить эзотерика Дуйко, или по-другому эффективная эзотерика, которая объединяет в себя, наверное, многие культуры эзотерических направлений, в том числе и философские идеи, в том числе и идеи, наверное, психологические. Я постарался это все объединить и создать вот такую сублимированную культуру, к которой вы сегодня причастны. Итак, все-таки хотелось бы ответить на данный вопрос. Очень часто у людей возникают такие состояния, и они считают, что мир, в котором они находятся, он опасен. То есть обязательно что-то должно произойти, обязательно где-то что-то с ними должно произойти, обязательно что-то должно случиться. Мое мнение такое. Я думаю, что людям полезно было бы внушить себе или полезно было бы знать, что мир на самом деле безопасен. В большинстве своем, если рассмотреть мир, в котором мы живем, то случаи опасности, они достаточно предсказуемы. И эти случаи опасности, они иногда выглядят следующим образом. То есть человеку нет необходимости гулять по темному месту или по темному району в 2 часа ночи молодой женщине без охраны или без никого. Тут сразу появляется ряд вопросов, для чего ей гулять в позднее время, что она там собирается найти и может ли ей грозить опасность, конечно, и так далее. А в большинстве своем люди, которые ведут социальный образ жизни, то есть они идут на работу, приезжают на общественном транспорте домой, стараются обезопасить себя так, чтобы их возле метро или возле чего-то кто-то встретил из близких людей и так далее. Эти люди живут достаточно безопасную жизнь. Также я хочу сказать, что у людей, у которых появляется идея опасности, они должны знать, что в целом мир, в котором мы проживаем, он достаточно безопасен для человека. Что же происходит? Почему возникают такие состояния, когда человек начинает думать, что вокруг, в том мире, в котором он живет, ему угрожает опасность? Это, как правило, связано с обучающими материалами, которые постоянно мы получаем с масс-медиа. Даже не стоит анализировать масс-медиа. Буквально на Новый год, когда ко мне приехал старший сын,
он предложил мне в обеденное время посмотреть какой-нибудь кинофильм. И оказалось, что, в общем-то, кинофильма посмотреть не получится. Почему? Большинство из фильмов, которые выпущены в 2019 году, превалирует кровь, истязание, превалируют драматические события. То есть это либо взрывы, пожары, это какие-то бедствия, или это люди, которые во что-то превращаются и так далее. Я понимаю, что это, наверное, то, что интересует людей. Тем не менее, когда решили посмотреть новогоднюю комедию для детей, оказалось, что в этой новогодней комедии один из мужчин ходит, гипнотизирует людей для того, чтобы эти люди становились одурманенными. При этом во время просмотра этого фильма 10 или 15 раз показывали о том, как люди с горя и от радости выпивают алкоголь, ведут себя вульгарно, очень много ругани, очень много зла. Ну и очень много драмативизма. Естественно, я могу сказать, что в мире, в котором мы проживаем, все совершенно по-другому. Иногда люди, которые смотрят телевидение или начинают изучать информацию, которая есть в YouTube, они сталкиваются с отсутствием контроля такой информации, и бесконтрольная информация в большом количестве начинает выливаться на этих людей. И появляется идея у этих людей, которая говорит о том, что мир опасен, о том, что мир он состоит из стрельбы, огня, бандитов, разврата, несправедливости и так далее. Я хочу вам сказать вот что. Постарайтесь максимально в своей жизни, в случае, если у вас возникают такие состояния, старайтесь максимально убирать вот такие элементы влияния на вас, негативной информации, которую вы получаете с масс-медиа, или тотально старайтесь ограничивать себя и своих детей в получении данной информации. Для эзотерика очень полезным, почему человек занимается эзотерикой, для человека, который занимается эзотерикой, очень важно иметь понятие защиты высших сил. Я всегда об этом говорю. Верит человек или нет, он должен уповать, а также он должен надеяться на высшие силы. Верит он в какие-либо высшие силы или не верит, он должен стараться верить в то, что Бог защищает этого человека. Бог является отцом для человека, он его создал. И человек, который особенно испытывает негативные состояния или психологического характера, он должен для себя произносить или даже уяснить, что Бог является звеном, который может его защитить. Он может на него уповать, он может стараться делать все так, чтобы в его жизни появилась эта вера. Я очень часто говорю о том, что когда у человека возникает тупиковая ситуация, у него появляется депрессивный эпизод, он обычно связан с тем, что человек говорит: все, мне очень плохо, я не знаю, что будет дальше. В этот момент очень помогает эзотерика. В этот момент человек должен остановиться и сказать или разобраться, есть ли в этом всем чувство, так как иногда бывает, что появление задышки или появление неприятного ощущения в теле может являться следствием внезапного, без всякого симптома проявления состояния, или без всякой причины проявления симптома. Естественно, в случае, если это вызвано нервными состояниями, обдумыванием, то в этом случае я могу сказать, что человеку может помочь вера, и человек может, допустим, думать так: ой, со мной должно произойти что-то. Он может себе сказать: зато скоро мне поможет там то-то, то-то. Или человек говорит себе, допустим: у меня нечем заплатить, я не знаю, как дальше жить. Он должен продлить это все и сказать: скоро у меня будет чем заплатить, и я обязательно проживу эту жизнь от самого начала до самого конца. Скажите, вот вы гуляли, наверное, на эти выходные, которые были у нас во время этих праздников. Скажите, кого вы больше видели, каких людей? Вы видели злых людей или добрых? Давайте я отвечу. Дело в том, что мир так устроен, как сказал в книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»
Ганоцри, он сказал, что плохих людей не бывает, есть просто обстоятельства, которые на время делают человека плохим по отношению к другому человеку. Именно поэтому я всегда говорю такие слова. Вот у меня был такой знакомый, он говорит: я не боюсь того, что со мной происходит, я боюсь, что я умру, упаду, начну задыхаться, что-то со мной будет происходить негативное. Я ему всегда говорил такие слова, я ему начал говорить: ничего страшного, в случае, если ты упадешь, помни о том, что обязательно кто-нибудь тебе придет на помощь. Мир так устроен, что люди друг другу помогают. Не было еще никогда ни одного случая, когда бы человек, которому плохо, начал плохо себя чувствовать в метро или в каком-либо людном месте или где-либо еще, и люди бы не пришли к нему на помощь. Так уж бывает, наш социум, мне все-таки хочется верить в то, что социум, он, в общем-то, не распавшийся и не разложившийся у нас до конца. И в большинстве своем до сих пор еще люди приходят на помощь тем людям, которым вдруг внезапно становится плохо. Я всегда говорю эти слова, я хочу еще раз их повторить. Как бы плохо не было человеку, он всегда должен помнить о том, что вера его может поднять или ему может помочь. Именно поэтому, как бы не было плохо, человек должен помнить две духовных истины. Первое — это упование на Бога со словами «скоро будет лучше». И второе — понимание того, что плохо этому человеку или хорошо, человек должен знать, что он проживет все равно эту жизнь от самого начала до самого ее конца. Всегда, когда у человека есть тупик, вот сегодня одна женщина ко мне обращалась в интернете, она мне написала письмо: Андрей Андреевич, у меня полностью тупик, у меня очень плохая ситуация, как мне найти выход и так далее. Я могу вам сказать, что тупик как раз и начинается в тот момент, когда человек начинает искать выход из тупика. Дело в том, что если бы у человека были знания, как найти выход из тупика, то тогда бы он в этот тупик не попадал. И что же это обозначает? Я хочу вам сказать, что найти выход из тупика вам никогда не поможет ваше сознание и ваши мысли, а также никто другой. Но что же может помочь? Помогайте себе верой, говорите, что скоро это все изменится. А также помните, жизнь, она обязательно выводит любого человека из тупика. И жизнь, она обязательно помогает найти выходы из любой ситуации. Вера помогает найти выходы из тупиков, из негативных ситуаций и так далее. Дальше о негативных воздействиях. Очень часто человек начинает ощущать в своем теле то, что людям обычно присуще называть симптоматически как негативное воздействие. У меня была женщина когда-то, она говорит: Андрей Андреевич, есть ли какой-нибудь такой метод, который можно было бы очень легко использовать? Я могу вам сказать, что таких методов достаточно много. В случае, если вы ощущаете и можете четко обозначить в своем теле место, где у вас происходит ощущение негативного влияния, как вы себе рисуете, вернее, так очень часто человек рисует себе картину воздействия на него. В этот момент, в случае, если вы можете найти это состояние, вы можете использовать ряд корректирующих действий или физических упражнений, которые могут существенно вам улучшить ваше состояние. В случае, если у вас неприятное ощущение, оно возникает в области солнечного сплетения, живота или груди, можно обвести указательным пальцем это место, после чего представить, будто вы вытягиваете из своего тела медузу и отбрасываете на выдохе из себя. Второй вариант исполнения, или простой вариант метода, это в тот момент, когда вы испытываете в себе негативное состояние, старайтесь именно тем местом, где вы его испытываете, производить туда направленные глубокие, максимально глубокие вдохи и делать максимально глубокие выдохи.
Очень часто люди думают, что в тот момент, когда они ощущают что-то плохое, в этот момент они теряют энергию, так как после этого происходит или появляется ощущение усталости. Так вот это можно изменить тоже. В тот момент, когда вы ощущаете, что из вас, как обычно ко мне обращаются люди и говорят: Андрей Андреевич, кто-то из меня высасывает или выкачивает энергию. Я обычно говорю: ну достаточно вам быть кроликом. В тот момент, когда вы ощущаете, что кто-то из вас достает энергию, постарайтесь этим местом эту энергию забрать в обратную сторону. То есть постарайтесь забрать энергию у того человека, как вы думаете, который влияет на вас, или тех людей, которые влияют на вас, и постарайтесь в обратную сторону забрать при помощи своего дыхания ту энергию, которую они забирают. Ведь любой поток энергии, он должен быть либо через носитель какой-либо, шланг, трубу, провод и так далее. Попытайтесь ощутить этот провод, то место, через которое произошло подключение, и постарайтесь в этот момент эту энергию в обратном направлении забрать себе. Будьте уже тем человеком, который является воин, а не тем человеком, который является любимым серым или белым кроликом. Также в случае, если человек говорит или обращается ко мне: работает ли это? Да, это некие такие, наверное, это некие такие простые методы психологической коррекции. То есть существует ли это на самом деле? Ну, сложно очень ответить, существует это на самом деле или нет, так как в случае, если сказать существует, необходимы доказательства. В случае, если сказать, а провести эти доказательства или сказать, что этого нет, тоже невозможно, потому что такие исследования тоже, к сожалению или к радости, не проводились. Если кто-то оплатит мне, я готов провести исследования и могу показать, как у человека появляются панические атаки и депрессивные эпизоды, если на него воздействует другой человек, допустим я. И мы можем исследовать, как это происходит и так далее. Также я считаю, что все-таки такое бывает. Это эзотерика это не отрицает, и воздействие одного человека на другого человека на сегодняшний день хоть и мало изучено, но все-таки хотя бы как-то доказано. Естественно, в тот момент, когда люди мне говорят: Андрей Андреевич, а у меня кто-то забирает мою энергию, я обычно говорю: а у вас очень много в жизни здоровья? Или много ли у вас неприятностей? Или много ли у вас болезней? Человек говорит: да, у меня много болезней, много неприятностей. Но я обычно говорю: ну так если вы нашли место, через которое у вас что-то забирают, отправьте в это место неприятности, отправьте в это место проблемы здоровья или проблемы детей. Пусть человек подавится. То есть, если уже на то пошло и кто-то что-то отбирает, ну тогда отправьте туда то, что вам не нужно. Отправьте туда каки или пошлите матом. Я когда-то говорил об этом. В случае, если в сознании возникает кто-то, кто начинает вам что-то говорить, необходимо с этим человеком или существом найти контакт и после этого выругать это существо и послать матом. Почему? Обычно это очень быстро и эффективно помогает. Ну, вот так. Существуют ли какие-то более эффективные принципиальные методы? Да, существуют. Человек имеет право выбора. Когда человек рождается, у него есть духовный выбор, он сам для себя персонально выбирает возможность прожить счастливым человеком или прожить несчастным человеком. Хоть люди и не знают об этом, душа, она повинуется руководству сердца или чувствам и сознанию, а также телу. Естественно, душа, она ничего не хочет, она хочет в очередной раз прожить на планете Земля. И в этот момент человеку дается выбор. Он может добровольно начать жить как счастливый человек или добровольно жить как несчастный человек. Из этого следует такая история. Когда-то в моей жизни я очень сильно заболел. Вы знаете, эта болезнь длилась очень много лет. При этом я хочу сказать, что она длилась на фоне занятий йогой, она длилась на фоне достаточно хорошей жизни, ничто не предвещало никаких проблем в моей жизни. Просто на фоне хорошей жизни
Я очень достаточно хороший человек, никогда не обижал людей, всегда платил по счетам, никого никогда не обманывал и вел, в общем-то, интеллигентный образ жизни всегда. В какой-то момент я начал болеть, и это выглядело как вот кашель, который просто внезапно появился. Прокашляв несколько месяцев, я обратился к врачам, которые обнаружили у меня опухолевидное новообразование. Я могу сказать, что оно у меня появилось на фоне все-таки великолепной жизни. Я могу сказать, что у меня не было большого количества женщин, у меня не было негативного отношения к жизни. Я занимался вегетарианством, очень часто ездил в Индию, занимался очень длительное время, наверное, лет 8 до момента, пока заболевание не появилось. Занимался и спортом, и активным образом жизни, и похудел при этом, еще и занимался йогой, читал мантры, и там что только в жизни не было. Именно поэтому я скептически отношусь к тому, что там говорят глисты, грибки. Могу сказать, что профилактику глистных инвазий, профилактику грибковых инфекций я делал тоже до того момента, пока я был здоровым. Я считаю, что в моем случае это все-таки было лечение позвоночника. У меня до этого были проблемы позвоночника, я обращался в клинику, и они несколько лет подряд, по чуть-чуть работая с моим позвоночником, обкалывали там витаминами. Я, по-моему, получал витамин В12 и В6. И я думаю, что именно большое количество употребления или получения этих витаминов и спровоцировало в дальнейшем, это по моему мнению, и только у меня, появление онкологических новообразований. Очень долго я болел, никак не мог выйти из этого состояния, проходил химиотерапии. Особенность моего заболевания заключалась в том, что я его тяжело переносил, у меня была температура, общее плохое самочувствие, не мог я себя привести вот к хорошему состоянию, и в какой-то момент меня очень осенило. Меня осенило в тот момент, когда где-то я начал понимать, что по идее человек рожден для того, чтобы прожить счастливую жизнь. И что заболевание является следствием не моего выбора. Вы представляете, я начал использовать такой эзотерический, по моему мнению, элемент психологической или, может быть, физической коррекции. Мне никто не обучал, это как бы по наитию самостоятельно произошло. Я начал, целый день я думал о болезни, а вечером, когда я ложился спать, или утром, когда я просыпался, я говорил себе, вот так топал ногой и говорил: все, хватит, сколько можно, больше болеть не хочу. И делал это в сердцах, то есть делал это так, как это назвать, с чувством, с нежеланием в дальнейшем болеть. Я это начал выполнять в виде вот такой эзотерической практики. Вы представляете, вначале у меня не было ощущения, что это как-то со мной работает, но плавно, на протяжении достаточно, я могу сказать вам, даже не короткого времени, болезнь начала отступать. И в прошлом году я сдавал или выполнил исследование крови. Я 2-3 раза в год выполняю исследования крови. Оказалось, что я больше не болею таким заболеванием. Что ж, я вам могу сказать, что одна из особенностей человека заключается в его выборе. Именно поэтому, когда человек болеет психическими заболеваниями или у человека есть какие-либо заболевания, в том числе грипп, то человек каким-то образом немножечко размазывается. Ему, наверное, чуть-чуть приятно, что кто-то заботится, ему самому хочется расслабиться, наверное, отдыхать. После этого это переходит в состояние, когда ему самого себя жалко. Возможно, есть какие-то паттерны там недолюбленных, родители недолюбили ребенка, или мир не относится хорошо к ребенку или к этому человеку, и человек хочет разболеться, чтобы ему как-то там больше нравилось, или там не нравилось, вернее, чтобы как-то ему мир начал давать больше и помогал ему. Но в какой-то момент, если говорить о том, что Бог дает человеку и болезни, и выздоровление, то тогда это говорит о том, что человек сам, видимо, каким-то образом выбирает, болеть ему или выздоравливать. В этот момент вот именно такая система, она может быть очень эффективной. Да, я могу сказать вам, оно работает, оно сработало со мной, и это было неоднократно.
Я это и в детстве делал. Когда-то я болел воспалением легких, и на фоне приема антибиотиков болезнь не отступала. И в какой-то момент я вышел на улицу и сказал: все, я больше не хочу болеть, мне надоело. И после этого меня отпустило. Вы знаете, из 100 человек, которым я советовал использовать данный метод, у людей, у которых были психические проблемы, которые проявлялись в виде панических атак, допустим, были такие люди, которые благодарили как раз конкретно за данный метод. То есть в какой-то момент они, испытывая что-то, говорили: все, я больше не хочу, хватит. И вы представляете, в этот момент такие негативные ощущения исчезали. Сегодня написала одна женщина: Андрей Андреевич, я посмотрела ваши видео, которые вы выпустили в 2018 году или 2017, и там вы сказали следующие слова: если у вас появляются негативные психические состояния или появляются проблемные психические состояния, вы посоветовали играть с детьми. И я решила это сделать. То есть меня замучила тоска, общая депрессия. Я вышла на улицу и начала играть с детьми, которые игрались там вот на улице в снежки, в песочнице и так далее. Я начала это делать ежедневно. И на протяжении 10 дней во время этих всех праздников я днем выхожу и начинаю бегать с этими детьми, играться как угорелая бабулька. Своих внуков у меня нет, так как они живут за границей. Вот поиграться с этими детками вот мне захотелось. И вы представляете, до этого момента, пока я не играла с детками, у меня было жуткое состояние депрессии, была бессонница, я не хотела кушать, постоянно какие-то мучающие меня мысли. Но я начала каждый день выходить и играться с детьми. Играться это вести себя как ребенок, вытаращивать глаза, там, бросаться снегом, бегать и так далее. Получили эмоцию или зарядиться вот этой энергией, желанием этой жизни, которая есть в глазах этих детей. Чему могут научить дети? Они могут научить жизни, видеть то, что мы уже не хотим видеть, и то, что нам надоело. Радоваться тому, чего не существует. Знаете, у детей есть потенциал, когда на детей смотришь, что понимаешь, что ребенок счастлив, как правило. Если он страдает чистосердечно, не обижается. И в целом дети радостные. Естественно, когда человек просто смотрит за чьими-то детьми, которые кричат, или там, находясь сам в своих внутренних стенаниях или там стязаниях, то тогда ему, скорее всего, это не поможет. Но если войти в роль того, что ты не вырос, а такой же ребенок, который находится перед тобой, такой же и ты, то в этот момент происходит улучшение общего психического состояния. Я думаю, что это может быть отличным примером или отличной рекомендацией для тех людей, которые хотят выйти из того состояния, в котором они находятся. Есть очень хорошая пословица: труден день до вечера, если делать нечего. Я считаю, что вот такие психические состояния, они возникают у людей тонких, чувственных, у которых большое количество умственных переживаний, чувственных переживаний. Я могу сказать, что этим людям обычно не хватает физической работы. Такие люди должны физически активно работать. Дело в том, что очень часто именно отсутствие физической работы и приводит к тому, что появляется в тихом омуте там, то, что говорится дальше. Естественно, я хочу посоветовать людям, у которых есть вот такие нервные состояния, ничего не хочется, им нужно заняться физической работой. Не бегом, а именно физической работой. Штопать, там, гладить, стирать, мыть, убирать, вытирать и так далее. Когда у человека не хватает радости, особенно чувственной, когда человек особенно сильно скисает, я таким людям очень часто рекомендую изменить свое питание. Сделать вкус ярким, сделать так, чтобы в пище был имбирь, кардамон, перец черный, перец красный, специи всевозможные, много чеснока, лука.
Пусть будут маленькие канапе, и там будет разность этих вкусов. Пусть не будет еда сытная, а еда будет вкусная, разнообразная, с большим количеством новых и различных вкусов, даже сладости, чтобы были. Дело в том, что людям очень необходимы эти вкусы. Почему? Вкусы заставляют человека чувствовать, а запахи заставляют человека думать, а белковая пища поддерживает его тело. Именно поэтому я очень часто говорю, что во время того, когда у человека психические заболевания или появляются такие негативные психические состояния, то этот человек, он должен улучшить свое состояние за счет приема, особенно в случае, если появляется апатия, мнительность, усталость такая от жизни, меланхолия, то такому человеку очень рекомендую использовать большое количество вкусов, среди которых как бы тибетская медицина и аюрведическая медицина для подавления ваты обычно рекомендует использовать грейпфрут, а также использовать травы зверобой и полынь, горечи там, для того, чтобы их употреблять. Считается, что употребление горечи подавляет у человека мнительность и меланхолию и делает человека более энергетически сильным, экспрессивным и, может быть, харизматичным даже. Существуют ли коды какие-то, которые могут помочь? Конечно, если ребенок ничего не хочет делать, вот сегодня там задавали вопрос, ребенок меланхоличный, апатичный, для него можно начитать код. Этот код звучит так: акуцуну на выдохе най, акуцуну най. Таким образом, ребенок, вы представляете ребенка и для него шепотом произносите код, делая вот так руками. Акуцуну най, акуцуну най. Помните, я когда-то давал уже от страхов, там, ичи-иси, припутав, тряв, сык, я давал вот эти коды. Очень много людей мне писало благодарственные письма, особенно по коду припутав, который читать необходимо было на вдохе и на выдохе. То есть у человека, который его практиковал, даже не у одного, у ряда людей, улучшалось общее состояние, настроение, исчезали нервные состояния. Откуда вы эти коды взялись и так далее, я это все объясняю. Если человек внимательный смотрит мои вебинары, он может обязательно найти те вебинары, где об этом рассказываю. Никто не отменял, скорее всего, самовнушение и аффирмации. Конечно же, я считаю, что такие аффирмации, как, допустим, человек говорит, ты сильная, ты все сможешь, ну, конечно, это все не работает. Почему? Это называется самообманом. То есть, когда человек говорит, ты сильная, пересмотрит и видит перед собой слабую женщину, то это обман себя. Кстати, об обмане хочу сказать, что очень часто депрессия является следствием обмана. То есть, человек говорит там, тебе хорошо со мной, да, хорошо, это вызовет у человека депрессию. Почему? Потому что ему плохо. Или человек, допустим, говорит там, я счастлива, на самом деле несчастлива. Ну и очень часто люди не могут разобраться, а где же тот момент, когда человек счастлив, а где же тот момент, когда человек, ну, радостен. Это, скорее всего, зависит от того, насколько он ориентирован на то, чтобы получать счастье или ощущать это счастье. Именно поэтому ориентация на счастье, она очень важна. Радоваться можно малому, по чуть-чуть радуясь малому, думая о малом, радуясь по чуть-чуть тому, что мы живы, что мы одеты, что мы покушали. Это может привести нас к улучшению общего психического состояния. Ну и давайте об аффирмации все-таки. Я рекомендую выполнять такую практику или эзотерический метод, может быть йогический или даже может быть психологический. Можно назвать это психологической техникой. Мы их знаем обычно. Необходимо стать возле зеркала, если вы женщина, сказать, ну и что с тобой это происходит? Давай соберись и борись. Все равно придется жизнь прожить от начала и до самого конца. Выбора у тебя никакого. И вот такую аффирмацию, глядя себя в зеркале, как бы поддерживающую вас, можно использовать. Кстати, там очень хороший вопрос сегодня задавала женщина. Андрей Андреевич, скажите, почему нельзя благодарить? И почему можно говорить спасибо? Спасибо, это же спаси Бог. А благодарю, это человек типа дарит тебе благо.
Ну и я обычно отвечаю следующими словами. Вы представляете, когда человек живет, то его целью жизни является накопление благ. Каких? Это благо материального благополучия, это благо уюта, комфорта, который он обретает, благо семьи. И в этот момент он за счет того, что кто-то ему понравился или внезапно этому человеку там для этого человека что-то сделали, он говорит: благодарю. Вот смотрите, он фактически говорит: я дарю тебе свои блага. А скажите, блага же тяжело даются человеку, тяжело. Тогда зачем их дарить просто так? Есть очень много людей, которые прямо пишут у меня под видео двумя словами, пишут благо с большой буквы и дальше тире ставят и пишут дарю. Но могу ли я отобрать? Как человек, занимающийся колдовством и магией, конечно, я могу сказать: хорошо, я принимаю твои блага. И этот человек навсегда станет бедным, несчастным и уже никогда не сможет иметь хорошую семью, хорошие отношения. Или там то, что я захочу. Таким образом, всем подряд говорить или писать благодарю не нужно, потому что есть очень много хороших людей, которые обязательно обойдут это стороной, но найдутся и те, которые это знают и выискивают, и в случае, если кто-то им пожелает блага, они наверняка это заберут. А что же такое спасибо? Бо существует тайный магический язык, и слог Бо является слогом боль. Таким образом, когда человеку говорят спасибо, это обозначает: спаси его от боли. Пусть ему не болит. Почему? Потому что боль — это самое страшное, что может быть у человека. Это физическая боль, душевная. И людям не хочется боли. И именно поэтому, когда человек говорит спасибо, он говорит фактически: пусть у тебя боли не будет. Потому что боль — это плохо, это болезни. Именно поэтому спаси от боли или спаси от болезни, оно соответствует слову здравствуйте. Видите? То есть здравствуй, это значит пусть у тебя будет здоровье. То же самое спасибо, то есть спаси тебя от боли. Дальше. Самые простые рекомендации, они звучат так. Люди, которые испытывают состояние психического угнетения, я очень рекомендую таким людям делать вот такие вещи. Психуйте, ругайтесь, потейте, вредничайте. Как можно чаще. В случае, если вы испытываете состояние негатива или дискомфорта, то на протяжении того, когда вы испытываете состояние дискомфорта, начинайте шевелить пальцами ног. И как можно сильнее концентрируйтесь на том, что вы эти пальцы ног чувствуете. Делайте это как можно чаще. Дальше, в том числе, где у вас появляется паническая атака, начинайте в это место дышать и хлопать рукой. Все исчезнет. Ну, больше тема, наверное, это исчерпана, говорить не о чем. Как убрать страх? Сегодня такой вопрос написали. Самый простой метод убирания страха — это действие. То есть в тот момент, когда человеку страшно, он может начать чесаться, дышать, приседать, он может трясти ногой и так далее. Жизнь человека, она станет полностью прекрасной в тот момент, когда он обязательно преодолеет многократно свои страхи. Что такое страхи? По моему мнению, страх и является кармой, которая передается от отца или от родителей к детям. Тем самым, чего боялись ваши родители, того боятся и ваши дети. Но я могу сказать вам, что преодолевание страха делает автоматически человека успешным в жизни. Очень часто люди говорят мне: Андрей Андреевич, как достигнуть большого успеха? Друзья мои, это исключительно связано с одним качеством, которое есть у человека. Это преодоление страхов на пути того момента, когда ты собираешься что-то делать. Дело в том, что невозможно, не преодолевая страхи, добиться в жизни состояния счастья. Если наш путь связан с бесконечным отрабатыванием кармы, где наши родители являются теми, кто дал нам судьбу, а мы являемся, и они же являются для нас, а мы являемся, вернее, для них должниками, то
эти страхи, которые мы можем преодолевать, могут нам помочь избавиться от плохой судьбы. Именно поэтому я очень часто говорю, если вам что-то в жизни страшно, то есть смысл, необходимость это обязательно сделать. Таким образом, ваша судьба будет на 100% изменена. Делайте это многократно. Вы представляете, все люди, которые чего-либо добились в жизни своей, это люди, у которых есть одна уникальная черта. Эти люди многократно в своей жизни преодолели свои страхи. Эти страхи, они могут быть разнонаправленными. Смотрите, в случае, если, допустим, женщина говорит, я не знаю, как мне начать делать бизнес, почему? То рано или поздно, разговаривая с этим человеком как психолог, можно будет найти тот момент, когда она боялась. Или она боится сейчас. Боится, что не получится, боится, что будут плохо к ней относиться, боится, что у нее еще больше долгов появится, боится. Это множество страхов. Поверьте мне, они есть и у ваших сестер, и у ваших братьев. Это и обуславливает ваше социальное положение в обществе, в котором вы сейчас находитесь. Если вы о чем-то думаете и о чем-то мечтаете, то остановитесь и попробуйте найти, где же у вас спрятался страх. И в тот момент, когда вы этот страх найдете, обязательно многократно его переступите и сделайте так, чтобы этот страх больше вас не мучил. Я хочу вести, там сегодня женщина писала, я хочу вести для детей обучающие курсы по гимнастике. Ну и очень ей хотелось задать вопрос, почему же ваша страница не называется «Гимнастика для детей»? Я отвечу, ей страшно ее создавать. Почему у вас нет видеозаписей, где вы занимаетесь гимнастикой или кого-либо? Потому что ей страшно создать такую страницу в YouTube, ей страшно обратиться к людям, ей страшно написать это, ей страшно. То есть она не живет своей жизнью, но у нас была женщина такая, она говорит, я очень красиво пою, у меня оперный голос, я уже давно занимаюсь музыкой, она действительно очень хорошо поет, но мне постоянно страшно. Я ей говорил, у тебя родители никогда не пели? Нет, никогда не пели. Ты счастлива от того, что у тебя твои родители были? Да, счастлива. Но хотела бы прожить, как они? Нет, не хотела бы. Так вот, для того, чтобы не прожить, как родители, преодолей многократно свои страхи. Тогда ты будешь очень знаменитой, известной и очень счастливой женщиной. Таким образом, люди очень часто говорят, Андрей Андреевич, как изменить свою карму? Вот мой совет. Для того, чтобы изменить человеку его карму, этому человеку необходимо в жизни преодолеть страхи. Конец. Многократно преодолеть страхи. Я помню Вику парикмахершу, которая когда-то ко мне пришла, Андрей Андреевич, она была запуганной, запуганной, замученной женщиной. Чем ты занимаешься? Ничего, я снимаю квартиру, помогаю кому-то сдавать квартиру. А что ты умеешь делать? Ничего не умею делать. Куда мне переехать, чтобы быть счастливой? Я ей тогда говорил, Вика, как только ты преодолеешь свои страхи, то у тебя все в жизни изменится. Она говорит, нет, я лучше найму кого-нибудь, чтобы они это делали вместо меня. И я всегда говорил, так не получится, на чужом горбу в рай не попадешь. Именно поэтому одна из концепций любого эзотерического роста, любого счастливого человека заключается в том, чтобы он преодолел свои страхи. Поэтому хотите бороться со своей кармой, преодолевайте страхи. Как можно избавиться очень быстро вообще от страха? Помните о том, что вас создал Бог, Отец. Он дал вам возможность вашей душе появиться в этом мире. Но если Он создал такую возможность и создал нас, ну тогда уповайте на Него и знайте, если Бог создал, тогда пусть Бог боится вместо вас, тогда вас это не должно беспокоить. Можно ли преодолевать страх еще каким-либо образом? Можно. Один мой знакомый, его фамилия была Олег, он был ветераном и участвовал в боях, причем участвовал в одних из самых тяжелых боев, которые проходили в Украине, а также проходили в Германии. Я их, к сожалению, название не помню, а маленьким был. И он мне, когда он был маленьким, он мне рассказывал такие вещи. Он говорил, что и мы шли в бой, вокруг летели пули, друзей подкашивали эти пули, отрывали ноги и руки, но мы все равно бежали вперед. И я, рисуя картину в своей голове, все время думал, почему же он не боялся. И однажды я у него спросил,
Я задал ему вопрос, а его звали дядя Витя. Я говорю, дедушка Витя. Я говорю, дедушка Витя, ну как же вам было не страшно? Как вы могли вот так бежать? Было же очень много пуль. Он говорит, мне не было страшно, потому что я бежал ради своих детей, я бежал ради своей семьи, ради мира, я бежал ради своей страны. То есть со временем я понял, что страх можно преодолеть, если делать что-то ради кого-то. Так у меня была женщина, которая говорит, Андрей Андреевич, я не могу преодолеть свои страхи. Я говорю, а что ты в жизни любишь? Она говорит, у меня есть дочь, я ее очень люблю. Я говорю, делай все ради нее. Она говорит, большое вам спасибо, время прошло. Она говорит, я живу ради дочери, я там бизнес делаю ради дочери, я все делаю ради семьи, ради дочери, ради мужа и так далее. Вы знаете, это действительно очень помогает. Жить ради близких, жить ради семьи. Семья как Бог, она успокаивает и дает силы, и дает поддержку. Ради семьи нужно жить, и на семью необходимо ориентироваться. У меня был мужчина, очень знакомый, близкий человек. Так уж повелось, что он с раннего возраста плохо относился к своим родным. И до 40, наверное, 3 лет он никак не мог устроить ни свою жизнь, никак не мог устроить, вроде и бизнес у него большой, а не получалось деньги заработать. У него несколько раз семья была, там от разных женщин дети появлялись. И он с ними не жил, и там создавал вид очень успешного человека, и госслужащий, и своим бизнесом занимался. И как-то он ко мне приехал, я уже не помню, как его звали, Александр, возможно, и говорит мне, Андрей Андреевич, ну вот что мне необходимо изменить, как же мне необходимо изменить для того, чтобы вот изменить свою судьбу, пусть у меня что-то получается. Я говорю, ты любишь своих родителей? Он говорит, папа у меня умер, а мама еще жива. Я говорю, ну ты маму свою любишь? Он говорит, ну как-то так повелось, я никогда к ней хорошо не относился, никогда к ней не ездил, там всем занимаются сестра и брат, и как-то так я с ней и не звоню, и не пишу, о ней не думаю и так далее. Я ему тогда сказал слова, дерево, оно имеет корень, вот корень это отец и мать. Из этого корня вырос ствол, на этом стволе появились ветви. Это уже ветви, это твои идеи, твои пожелания, это твои дети, которые создали новые ветви. На них появляются листья, проходит зима, листья опадают, появляются новые, это рождаются дети. Это рождаются события, все происходит. И скажи, в тот момент, когда ствол не любит свой корень, то и всячески этот корень пытается игнорировать, даже если этому корню необходима помощь. Скажи, дерево целое может от этого пострадать? Ну, конечно. Именно поэтому листва, которая появляется, она падает и в дальнейшем становится удобрением для этих корней. Она становится тем, что необходимо этому дереву. Таким образом, дерево создает листья, а листья, падая, превращаются в те полезные вещества, которые дерево само же для себя и создает. Именно поэтому я всегда говорю о том, что необходим или человеку необходим культ любви к родителям. Даже если они были плохими, даже если они создали для вас плохие условия, как вы считаете, нужно помнить о том, что дерево начинается с корня. Таким образом, необходимо изменить свое отношение. Я тогда ему сказал, едь к своей маме и побудь у нее там 2 недели или 3 недели, ну сколько сможешь. Он приехал и говорит, я не смог находиться рядом с мамой больше 1 дня, она меня бесит. Я ему тогда начал говорить, до того момента, пока ты внутренне не изменишь отношения, перестанешь нести вот эти свои обиды и нервные состояния, до этого момента у тебя жизнь твоя не поменяется. И вы представляете, он прошел несколько ступеней, работая над собой, он смог изменить состояние своего сознания и смог переосмыслить, наверное, отношение свое к своей маме. Начал ей помогать, у него появилась семья, сейчас в его семье есть дети, у него достаточно активный бизнес, у него хорошо начал получаться бизнес, у него есть своя недвижимость, автомобили, насколько я
вот знаю, он живет в Виннице. И я могу сказать, что его первопричина неприятностей заключалась в том, что он не любил своих родных. Очень часто, если женщина не любит свою маму, она не нравится мужчинам. Очень часто, если женщина не любит отца, она будет всегда бедной. Ну а если отец бросил в 2 года, и мама всегда говорила, что там отец был плохой, в 2 года бросил нас, она тем самым сделала свою дочь или там своих детей бедными и нищими. Потому что до того момента, пока они будут ненавидеть или будут вспоминать своего отца, который бросил, их дерево будет жить со стороны материального в очень плохом состоянии. Дерево не будет питаться. Тем самым нужно обязательно, даже если родителей уже нет, необходимо переосмыслить или переиначить свое восприятие самому себе. Не нужно никому об этом говорить. Нужно говорить: я обожал всегда своих родителей, я обожаю, у меня отец очень помогал мне, а мама была очень хорошая, я люблю свою маму и так далее. А если живы, то стараться помогать материально, потому что тем самым вы помогаете себе. В случае, если женщина помогает маме или мужчина помогает маме, то они становятся красивее и моложе. А в случае, если своему отцу, то они становятся материально независимыми, и в жизни у них более появляется материальное благополучие. Ну вот где-то так. Сегодня вопрос задали такой, этот вопрос звучит так: Андрей Андреевич, подскажите, как восстановить свой сон? Существует ряд, возможно, такие есть простые идеи, даже существует йога для восстановления сна. Если вам это интересно, я могу сегодня об этом рассказать. Что необходимо знать для того, чтобы хорошо спать? Итак, первое. Если вы хотите лечь спать, то ни в коем случае не купайтесь под горячим душем и не принимайте горячую ванну. Дело в том, что горячая вода, она стимулирует центральную нервную деятельность, и человек, который искупался после душа, будет иметь больше проблем с засыпанием, чем человек, который искупается под холодным душем. Сейчас как раз время холодов. Вы можете перед тем, как лечь спать, выйти и постоять немножко на холоде, но так, чтобы ваши ноги были в тепле, а голова в холоде, тем самым немножечко остыть. То же самое с закаливанием. Вы можете попробовать немножечко прохладным душем или немножечко под прохладным душем купаться, и тогда заметите, что это улучшит ваше состояние расслабления тела и улучшит вам засыпание. Второе. Обязательно сделайте 3 упражнения перед сном. Первое упражнение. Перед тем, как лечь, встаньте на носочки и потянитесь. Сделайте так 3 раза. После этого, лежа на спине, обнимите свои колени и вновь лягте. Вновь обнимите, вновь лягте и вновь обнимите. Сделайте так 3-5 раз. И после этого обязательно сядьте и выгните плечи вот таким образом назад. Сделайте так многократно. Если вы это сделаете многократно, 3 раза потянулись, 3 раза обняли с лежачего положения свои ноги под коленями, и после этого, сидя, выгнулись назад, после чего ложитесь спать. Это очень эффективно расслабит вам все 3 элемента нашего тела. Это физическое тело, душевное или духовное тело человека и ментальное, то бишь сознание, шень. Тем самым вы расслабите все 3 тела, и это даст вам возможность разгладить энергию в вашем энергетическом поле, и вы с удовольствием будете засыпать. Что же сделать, если мысли вас мучают? Первое. В тот момент, когда вы легли и сделали эти упражнения, не можете заснуть, представьте, будто вы видите красивое озеро, по которому плавают 2 черных лебедя. При этом старайтесь все время, выдыхать больше, чем вдыхаете. То есть короткий вдох носом и после этого достаточно длинный выдох ртом. Если не получается, для этого вам поможет мысленное произношение мантры Ом на вдохе и Со протяжное на выдохе. Тем самым вы сможете быстрее заснуть. Вопрос. Существует ли правильное питание для человека? Я могу сказать, что существует правильная концепция подхода к питанию. Первое. Питаться нужно не фанатично.
Дело в том, что мир устроен таким образом, что есть два типа людей. Есть люди, которые хотят кушать для того, чтобы получать удовольствие, и есть люди, которые хотят кушать для того, чтобы выживать. Вот люди, которые выживают, это люди, которые боятся поправиться, это люди, которые хватают все подряд, это люди, которые выживают. А люди, которые делают это эстетично, как бы для получения от пищи удовольствия, это люди, которые автоматически делают себя богатыми. То есть человек, который пытается выжить, это человек, которому не хватает. А человек, который получает эстетическое удовольствие, это человек, которому хватает. У меня была когда-то очень интересная встреча. Нас, несколько семей, поехали, когда я жил с родителями, несколько семей наших поехали, несколько семей, живущих на улице, где жил вместе с родителями, проживал. Это были семьи наших соседей. Все они были приблизительно одинакового возраста. Мы все поехали куда-то там к речке или к озеру. И я помню, как сейчас, как разные семьи старались кормить. То есть для одних это было выживание, а для других это было эстетизмом. У нас были очень интересные соседи, их фамилия были Дизеры. Они уехали, эмигрировали в Германию. И другие соседи, их фамилия были Козыри. Они эмигрировали в Болгарию. И были Красновольские. Они никуда не эмигрировали, а до сих пор там живут. И эти семьи, они отличались вот чем. Те, которые были Дизеры, которые были немцами, они были эстетами. Жена, ее звали Оля, привезла с собой в очень красивой кастрюльке еду. После этого всем положила тарелочки, какие-то там вилочки, их обязательно всем натерла, протерла бокалы, достали бутылку вина. После этого жили плохо, потому что тогда время было такое, все жили плохо. Достали варенье. После этого, в других семьях так не было, потому что и Козыри, и Красновольские, они начали хватать еду. Мы, дети какие-то наигравшиеся, голодные, мы начали хватать эту еду, отбегать и так далее. Спустя годы я могу сказать, что семья Дизеров, она стала очень знаменитой на территории Германии. С этими людьми общаюсь, до сих пор дружу. Они стали владельцами очень крупной фармакологической сети продажи фармтоваров. И на сегодняшний день Лео, их сын, является владельцем, руководителем этого всего. Достаточно обеспеченный человек. Почему это в жизни произошло? Вы должны сделать для себя выбор в какой-то момент. Люди, которые страдают от того, что они кушают, люди, которые фанаты пищи и не могут контролировать свое настроение, это люди, которые выживают. Они не едят, потому что им страшно, что они поправятся, или страшно, что там кому-то не хватит. Страшно, что им не достанется. И после этого это приводит к тому, что человек становится бедным. Сегодня женщина писала мне письмо, и Андрей Андреевич в комментариях я читал. Андрей Андреевич, у меня не получается сейчас после праздников, я в какой-то яме, нужно ли читать коды? Не нужно страдать в тот момент, когда вы едите. Не нужно страдать. Нужно кушать и эстетично радоваться от того, что вы это делаете. Кушайте эстетично, мало эстетично, но всего разного. Обязательно пусть присутствуют и сладкие продукты, и больше специй. Пусть это будет очень вкусно. Пусть его будет мало, но оно будет красиво выглядеть, иметь разные вкусы. Не нужно себя ограничивать. Не ешьте пресную еду, не ешьте еду, залитую молоком. Ешьте еду, которая свежие ягоды, вкусовые. Делайте так, чтобы было много разнообразных блюд. Пусть будет по чуть-чуть. Тем самым это и на бизнес повлияет. Кому какую пищу я рекомендую? Эзотерически до 20 лет нужно больше принимать углеводов и сладкого. Тогда мозги работают лучше. До 40 лет жирная. Тогда человек не становится злым. И с 40 до 100 лет преобладать, в пище должна быть обязательно кислая пища. Дело в том, что огорчение,
которые испытывает человек на протяжении жизни, это как бы не медицинская версия, а эзотерическая версия. Огорчения, которые возникают в жизни человека, приводят такого человека к тому, что его тело становится сухим, и он становится как высохший коржик, или становится как высохший пряник. Еще раз хочу сказать, что это не медицинское высказывание ни в коем случае, а более такое эзотерическое. И в тот момент, когда человек таким становится, то такого человека необходимо чем-то смягчать. Так вот, огорчений у человека всегда хватает. Именно поэтому, когда мы взрослеем, то мы становимся сухими, мы становимся огорченными, мы становимся такими тяжелыми и так далее. Нас не вдохновляет радость уже, нас ничего не интересует в жизни. И в нашем питании существует противоположность огорчению, радость. И как бы элемент эзотерической радости — это элемент кислый. То есть таким образом человек, принимая кислоту любую, ну я рекомендую там грейпфрутовый сок, возможно лимонный сок или даже небольшое количество воды с лимоном, это все омолаживает человека, приводит к тому, что у него появляется чувство. Я рекомендую это использовать абсолютно всем людям возрастом от 40 лет и до 100, наверное, 50. Я всегда говорю такие вещи в семье. Хочешь быть богатым, обращай внимание на то, что ты ешь. Никогда не позволяй себе есть ту еду, которая нравится всем остальным бедным людям. Почему? Потому что когда человек начинает кушать такую же еду, как все остальные люди, он становится таким же, как все остальные, и, скорее всего, не сможет вырваться из эгрегора тех людей, с которыми он живет. Ну, естественно, я не говорю о праздниках, ведь не каждый день у людей оливье и селедка под шубой и так далее. Ну, хотя есть такие люди, у которых каждый день. Также я хочу сказать, если у вас не хватает чувств, ешьте много специй. Нет физических сил, ешьте белковую пищу и острую. Не хватает у вас концентрации, не хватает мыслей, ешьте кислое и сладкое одновременно. Нет здоровья, ешьте кислое и соленое одновременно. Нет энергии, я могу посоветовать использовать вот такой вот мой рецепт. Он действительно очень хорошо работает, помогает человеку зарядиться. Возьмите сок грейпфрута, имбирь, мед и минералку подсоленную желательно. Смешайте и принимайте 1 стакан 1 раз в день. Там сегодня очень интересный вопрос задали. Андрей Андреевич, дайте совет по алкоголизму. Скажите, как можно ли помочь, как влияет алкоголь на эзотерика, влияет ли каким-либо образом хорошим или плохим? Да. Дело в том, что в тот момент, когда человек выпивает, то у человека открывается 4-я чакра. В этот момент человек хочет как можно больше всего сделать для окружающего мира. В этот момент у него открывается то, что я называю безусловная любовь. То есть в этот момент человек, у него можно что-либо попросить. В этот момент человек становится тем, кто хочет как можно больше отдать, сделать что-то хорошее для кого-то, развеселить кого-то и так далее. То есть у его 4-я чакра фактически раскрывается, и из нее начинает вытекать в большом количестве энергии. Данная чакра, она работает неправильно, потому что в обычной жизни она так у него не работает. Ну, естественно, в случае, если она работает как вентилятор, раздавая налево и направо в большом количестве энергию, то после того, когда у человека он приходит в нормальное объективное состояние, больше не одурманенный алкоголем, то у него происходит замена элементов этого вентилятора. Помните, я рассказывал, что чакра 4-я переворачивается, и в этот момент вентилятор начинает дуть в обратную сторону. То есть с бадуна, как говорят среди людей, похмельное опьянение, человек испытывает
совершенно другое состояние. Он заставляет, чтобы все говорили ему спасибо. У него есть ко всему миру претензии. Так как чакра сердца закрывается, она и начинает иметь желание забирать. То есть человек хочет забирать к себе внимание, хочет требовать к себе хорошего отношения. Ему кажется, что все окружающие его в этот момент обижают и так далее. Существует ли простой метод, который позволяет человеку избавиться от алкоголя или алкоголизма? Существует один из самых простых методов эзотерических. Это метод четверга, я о нем ранее рассказывал. Необходимо выбрать четверг или делать это на каждый четверг вечером. Вечером, когда вы ложитесь спать, особенно если это четверг 4 числа, в этот момент, когда вы ложитесь спать, четверг 4 числа, скажите: клянусь с сегодняшнего дня не курить или не пить или не принимать наркотики. Делайте каждый четверг на протяжении какого-то времени. В случае, если это будет сделано в четверг 4, тогда эффект будет лучше. Но в случае, если это будет в любой четверг делаться, то эффект тоже будет. Просто не за один раз бросите, а за несколько раз. Очень много людей есть, которые воспользовались таким случаем, и на сегодняшний день они уже больше не употребляют или не имеют вредную привычку. Дальше. Очень рекомендую использовать определенный обет. В случае, если вы идете по пути моей школы, являетесь учениками моей школы, являетесь приверженцами философской доктрины нашей школы, которая говорит о том, что каждый человек выбирает свой путь сам, которая говорит о том, что существует путь добродетели, существует путь неиспользования, путь принятия, адвайты. Если вы идете по этому пути, являетесь или считаете себя учениками школы, а меня своим учителем, то вы можете дать мне обет на протяжении 1 года не принимать, но здесь обет не дается на одну какую-то вещь. То есть в случае, если вы, допустим, у вас есть вредные привычки, то вы должны дать обет, что вы в течение года не будете пить и курить одновременно. Но этого для меня мало, потому что в случае, если человек говорит: я хочу бросить пить и курить, даю тебе, учитель, обет и больше не буду пить и курить, то я хочу сказать, что так неправильно. Вы должны посмотреть на меня или мой портрет и сказать: Андрей Андреевич, перед лицом моей школы я, как человек, двигающийся по пути духовного роста, даю обет перед своим учителем не курить, не пить и не кушать мясо на протяжении 1 года. И после этого данный обет сдержать и сказать: в тот момент, когда я выдержу этот обет на протяжении 1 года, я хочу взамен получить, и после этого сказать, что же вы хотите получить взамен. Что я рекомендую? Смотрите, если вы не кушаете мясо, вы можете попросить что-то материальное для своей жизни. Если вы бросили пить и курить, попросите что-то чувственное, новую семью или любовь в семье, или хорошее к себе отношение. Также вы можете при помощи такого обета выкупить для себя паранормальную способность, которой обладает ваш учитель, допустим, ясновидение или еще что-то. С этим понятно. Нужно ли голодать? Задали такой вопрос. Я могу сказать, что голодать не нужно и не нужно. Я могу сказать, что есть ограничения для людей, которые голодают. Я думаю, что люди, у которых есть проблемы слуха или падающего слуха, падающего зрения, падающей концентрации ума, я считаю, что этим людям категорически нельзя голодать. И голод для них может быть совершенно ненужным, и даже ухудшить их, скорее всего, и так не очень хорошее физическое состояние. Сегодня моя подружка в комментариях задала такой вопрос: Андрей Андреевич, с чем могут быть связаны неудачи в бизнесе, которые произошли сейчас, прямо после Нового года? Давайте я вам скажу. Во время Нового года люди начали больше проводить дома и обращать на себя внимание. И что же у них произошло? И вот что произошло. Первое. Человек начал обращать на себя внимание и увидел, что он внешне себе не нравится. Также появились ссоры в семье. Также вам надоел ваш бизнес. Также у вас появилась бессонница ночью.
И что же нужно сделать для того? Может ли у человека... Помните, я говорил, что какая внутренняя жизнь человека, также она будет проявляться и в бизнесе. Конечно, что разрушило бизнес после Нового года? Вы себе перестали нравиться, у вас появились ссоры в семье, вам надоел бизнес, вы не спите по ночам, потому что смотрите фильмы дурацкие, переживаете за события упавших самолетов. Что же необходимо сделать? Можно ли это как-то решить? Можно. Существует метод просад. Сделайте просад, накормите близких с радостью. Дальше. Делайте работу любую, страстно, которой вы занимаетесь. Не забывайте своих родителей на празднике. И поздравить это недостаточно. Съездите к ним. Играйтесь со своими детьми. Танцуйте, пойте. Занимайтесь активно сексом, у кого есть на это возможности и еще способности. А теперь онлайн вопросы. Зила Гадельшина. Добрый вечер, пожалуйста. Как можно эзотерически забить и забыть на человека без эмоций? Спасибо. Самый простой способ эзотерически, как можно забить и вытянуть человека из себя, а это обычно может являться даже приворотом. Очень часто такое бывает, что невозможно забыть человека, невозможно никак избавиться. Существует метод змеи. Необходимо на выдохе представлять, будто из половых органов вы вытягиваете змею с лицом того человека, которого вы страстно любите. После этого ногой ее от себя отбрасывать, после того, когда она упадет. И в случае, если вы будете так делать ежедневно, то буквально за одну неделю все исчезнет. Для того, чтобы человека забыть, необходимо или достаточно использовать эзотерический метод, представлять этого человека в отражении зеркала. В случае, если человека представлять в отражении зеркала, то вы, скорее всего, больше с этим человеком не будете ни встречаться, ни... Третье, в случае, если у вас есть любимый человек, о котором вы не можете забыть, помните, что самый простой метод забыть одного — влюбиться в другого. И тут же стоит вопрос, а как же можно влюбиться, где же я его найду? Женщины очень часто не умеют просить. Для того, чтобы найти для себя любимого мужчину, очень часто самый простой метод существует. Женщина должна попросить своих подруг или своих знакомых, чтобы они ее с кем-либо познакомили. Данный метод проверенный. Могу его еще раз порекомендовать. Пожалуйста, возможно, это будет для вас полезно. Вера Пивоварова. Моя семья пополнится в этом году детьми. Нужен ли зять и сноха? Пополнится. Владимир Буткевич. Женюсь ли я в этом году? Женитесь. Но давайте я буду все-таки читать вопросы, которые связаны с тем, что может быть полезным для большого количества людей. Здравствуйте, дорогой учитель, спрашивает Enchantress. Скажите, пожалуйста, так получается, что мы с ребенком спим головой к северу. Поменять направление пока не получается. Так можно убрать, сгладить влияние этого негатива? Вы как-то говорили, что нельзя спать головой к северу. Спасибо вам. Да, такой негатив можно убрать, если положить под диван или под кровать чашечку и развернуть ее от себя в какую-нибудь из сторон. Только не накрывать близких людей. Потому что через ручку будет идти этот весь негатив в сторону, куда вы направите ручку. А чашка должна быть перевернута вверх тормашками. Вот у меня чашечка. Марина Хьюло. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Помиримся ли мы с человеком и как сделать эзотерически с уважением? Я могу посоветовать вам использовать метод, который я даю во время второй бесплатной ступени, которую можно совершенно свободно и бесплатно скачать в интернете или в ютубе на моем канале Андрей Дуйко официальный канал. Там я объясняю, как можно прогревать слои, объединяться хордой, делать одно там соединение кровью и так далее. Проходите семинары, это же все очень несложно. Также можно приобрести семинар, который называется «Очарование партнера». Особенно рекомендую «Очарование партнера. Вторая часть».
Там я рассказываю, что же необходимо сделать для того, чтобы женщине не пользоваться контрацептивами. То есть какие сказать слова для того, чтобы во время интимных отношений или после происхождения, или после того, когда интимные отношения произойдут, чтобы женщина не забеременеть. Или чтобы это может делать и мужчина, и женщина, произносить определенные слова. Они очень интересные, очень рекомендую пройти. Это будет как бы одним из элементов точной, стопроцентной контрацепции, делает человека при этом очень энергетически сильным. Татьяна Кристаллова. Добрый день, Андрей Андреевич. Сегодня лунное затмение. Плюсы и минусы с эзотерической точки. Ваши рекомендации в это время. Я считаю, что в момент лунного затмения у человека происходит увеличение состояния или сознания, или ума. В момент лунного затмения духи или элементы долгов человека перестают на него действовать. И с позиции эзотерики лунное затмение это хорошие состояния. Почему? Считается, что духи умерших, должниками которых мы являемся, во время лунного затмения больше не влияют на человека. Таким образом, это время примирения в семьях. Когда появляется лунное затмение, необходимо обязательно дома устроить праздник, обязательно погладить любимых людей, обнять, поцеловать. Обязательно на ночь там повыглаживайте тех, кто спит рядом с вами, даже если они очень вам уже не нравятся. Хочу вас поблагодарить, говорит Ольга Рябец, за вашу помощь при операции РМЖ. Звала, и вы пришли. Сейчас принимаю литрозол. Очень болят ноги. Посоветуйте что-то. Очень благодарен. Дело в том, что у вас болят ноги, потому что при применении данного препарата у вас появляется подагрическое заболевание. Ну и самый простой способ это принимать аллопуринол или колхицин, чего я не рекомендую делать. Почему не рекомендую? Дело в том, что они ухудшат общее состояние основной терапии, чего вам на самом деле делать нельзя. Поэтому не нужно ничего принимать для того, чтобы снизить болевой порог ваших болей в ногах. Поэтому, к сожалению, терпите, так будет лучше. Оксана Пыжьянова. Андрей Андреевич, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы в своих вебинарах рассказывали про атрибут колокольчик. Обязательно ли иметь такой атрибут и проводить действия звучания перед практиками, или достаточно запечатать себя и перед и после практик? Если будет такая возможность, проведите вебинар, какие из атрибутов нужно иметь начинающему эзотерику и как правильно ими пользоваться. Спасибо за ответ. Для того, чтобы... Вот смотрите, как это все работает. Когда человек произносит мантры, то он произносит их для мира. В тот момент, когда человек произносит мантры, он их отдает миру, они действуют на всех. Энергетически это создает завихрение вокруг человека. Эти завихрения отрываются от человека и летят в разные стороны, как брызги шампанского. Но в случае, если человек звонит в колокольчик, то эти завихрения объединяются с данными мантрами и входят этому человеку в ухо или в уши. Тем самым начитанные мантры, они обычно заканчиваются тем, что необходимо позвонить в колокольчик, и эти мантры, они будут принадлежать вам. Можно ли хлопать в ладоши? Можно, но дело в том, что есть такие мантры, которые разрушаются от того, что человек произносит очень громкий звук. Ирина Боровая. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, ритуалы, которые вы давали на семинаре программирования 2020, можно проводить на Старый Новый год? Можно. И еще, если будет время на сегодняшнем семинаре, почитайте, пожалуйста, отрывок из вашей книги «Ваджарное сердце». Необычайно интересно и познавательно. Ну хорошо, если у нас время останется, я прочитаю. Лариса Саркисян. Добрый день, Андрей Андреевич. Я ученица первой ступени. Скажите, пожалуйста, моя дочь Тамара вылечится? Спасибо заранее. Вылечится, но очень не быстро, к сожалению. Будет с этим сложности. Елена Шевченко. Андрей Андреевич, на мою электронную... Сейчас. Нет, это я не могу прочитать.
Марина Короленко. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли самой себе стричь волосы? Правильно ли это эзотерически? Считается, что пострижка волос — это отдача долгов родным. И считается, что человек сам себе не имеет права подстригать волосы, потому что он их сам себе не давал, а ему его дали родные. Именно поэтому, когда человек приезжает в город, как же он называется, Пурнати, сейчас я посмотрю. Точно. Сейчас не нашел я, сейчас я вспомню. Когда он приезжает, не Пурнати, а Варанаси. Когда человек приезжает в город Варанаси и проводит в последний путь, допустим, своих близких, считается, кстати, посещение города Варанаси в Индии, считается в индийском эпосе, Упанишады, а также во всей абсолютно ведической культуре многократно упоминается город Варанаси, который упоминается как самый святой город, который существует в мире. И человек, который приезжает в город Варанаси, он автоматически становится тоже человеком, который немножечко хотя бы, которому немного прощают его долги, или прощают его, очищает карму, или делает так, чтобы жизнь у него стала лучше. Практически нет ни одного жителя Индии, который хотя бы один раз в своей жизни не побывал в городе Варанаси. Он интересен тем, что в Варанаси обычно сжигают умерших людей, так как в культуре индусов считается, что тело после смерти нужно сжечь и пепел рассыпать в реку Инд, которая проходит в городе Варанаси, которая протекает в городе Варанаси. Я могу сказать, что одна из особенностей присутствия в Варанаси, после того, когда провожают близких, то обычно срезают волосы. Почему выпадают волосы? Волосы, как правило, выпадают, и эзотерически это объясняется, эзотерической наукой это объясняется как жизнь одного из членов семьи. Жизнь одного из членов семьи не такая, как же сказать, даже не столько не такая, а совершенно другая, недопустимая к той жизни, которой живут все остальные. И обычно из-за этого у кого-то в семье начинают выпадать волосы, появляется аллопеция. Когда волосы выпадают, то это своего рода откуп. Таким образом, если волосы выпали, это таким образом, возможно, кого-то откупили от тяжелой болезни, от тяжелой смерти и так далее. У меня была женщина такая знакомая, она говорит: Андрей Андреевич, почему я полысела, и у меня перестали расти волосы? И я ей задал этот вопрос. Я говорю: у тебя было такое в жизни, что там бабушка умирала или еще кто-то очень тяжело болела, и ты страдала из-за этого и сказала: ой, я так хочу, чтобы бабушка выздоровела, пусть она еще поживет. И после этого бабушка не умерла, еще пожила. И она говорит: да, у меня такое было, бабушка умирала, ей поставили плохой диагноз, и я тогда у нее прямо возле кровати сидела и говорю: ну пусть она у нас еще поживет, ну пусть она у нас еще поживет. И после этого бабушка несколько лет пожила, а я полностью полысела. Это связано с тем, что выкуп происходит, а это кармический выкуп семьи. Обычно, если люди лысеют, это забирается с просьбой, у них волосяной покров. Потом восстановить невозможно. Почему? Потому что это как бы дашь на дашь. То есть дали возможность пожить, а взамен забрали волосы. Волосы являются элементом, соединяющих человека с его родом. Вот таким образом. Можно ли их подстригать самому себе? Нет, если подстригать волосы самому себе, у тех людей, которые связаны с вами по крови, могут произойти неприятности в количестве штук тех волос, которых вы срезали. Поэтому обычно и ходят к парикмахерам, которые постригают.
Марина Харджуй Лампу. Добрый день, учитесь. Подскажите, пожалуйста, как нужно чистить помещение, в котором проходишь практики? Кроме меня в этой комнате никто не бывает. Не понял. Вы что, не знаете, как очищать помещение, что ли? Что с вами? Ну вы даете. Вот это позор. Мария Счастье. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Всех благ вам. Посоветуйте, у меня все время трескаются уголки губ от кислого, даже от арбуза. Что делать? Для того, чтобы вылечить уголки губ ваши, вам необходимо пропить йодовую горку. Одна столовая ложка молока, 1 капля йода. На ночь обычно это принимается перед самым сном. Первый день 1 капля, второй день 2 капли, 10-й день 10 капель, 11-й день 9 капель. И 19-й день 1 капля. Таким образом произойдет горка. Вы построите, добавляя по 1 капле каждый день перед сном йода в молочко. И после этого закончите это на протяжении 1 месяца. Потом сделайте перерыв 2 недели и еще раз пропейте. Если так сделать, то после этого губы перестанут трескаться. Также пейте соленую воду. Здравствуйте, спрашивает Альфия Иреджепова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, что можно делать, когда в бизнесе пошли неудачи? При чистке и покраске шуб запоролись 3 шубы. Теперь клиентам надо выплачивать неустойку. Сотрудницы хорошие, делали вещи вместе, как будто под руку дернули. Ну, давайте еще раз прочитаю. С чем могут быть связаны неудачи в бизнесе? Вы перестали сами себе нравиться, появились ссоры в семье, надоел бизнес, не спите ночью. Что необходимо сделать? Необходимо сделать просад, накормить как можно большое количество близких. Второе. Делайте свою работу страстно, без усталости. Далее. Не забывайте родителей. В начале этого года нужно обязательно родителям что-нибудь дать. Дальше, не забывайте, нужно в начале года обязательно танцевать, петь и заниматься активно интимной деятельностью. Сразу же улучшится у вас все в вашем бизнесе. Ага. Ольга Гливко. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, научите, как не обращать внимания на топот и другие шумы от соседей сверху. Громыхание идет такое, что наши стены содрогаются с 7 утра до 22 часов. Спасибо. И тут же второй человек пишет. Марина Данилука. Добрый день, Андрей Андреевич. Присоединяюсь к вопросу, но также хочу добавить, что если соседи устраивают террор, пишут жалобы в госструктуры, и теперь надо собирать разные документы и доказывать, что мы ни при чем. А так как мы в Великобритании, то здесь госструктуры реагируют на любую жалобу, и иногда даже на абсурдное. Я немножко не понял. Итак, что сделать, чтобы соседи перестали греметь? Я очень рекомендую сделать просад. Каким образом? Вы купите у них тишину. Возьмите небольшие суммы денег, допустим, там, я не знаю, главное не металлические, бумажные там. Я бы положил 100 рублей или там 50 рублей, или там 5 по 20 рублей. И положил бы под дверью этим соседям и сказал бы, я выкупаю тишину. И после этого, если они заберут эти деньги и потратят, то вы выкупите тишину. Также можно им подарить торт с теми же словами или что-либо. То есть вы должны у них выкупить тишину. Вы должны им дать что-то для того, чтобы забрать свое. Обычно это так делается. Это когда-то рассказывал уже. Вот был такой семинар, я во время этого семинара тогда рассказывал, что вы представляете, есть такие люди, которые могут попросить соли, допустим, и вместе с солью забрать потенцию. А что такое потенция? Это желание детей учиться, желание мужа быть успешным и так далее. Ну, такая безобидная деталь, как попросить соль, иногда может быть
конкретным элементом магического влияния. Я обычно говорю, неужели у человека соли нет, что вот прямо необходимо идти к соседям и просить эту соль. А это очень частое действие. Найдите мой семинар, он бесплатно выложен. Там я рассказываю о том, как выполняли эти методы, и каким образом забирали с солью потом у людей везение, потенцию, желание и так далее. После этого муж был в самом начале, перед тем, как отдали соль, успешным, активным, хотел любить, хотел для детей что-то сделать. Соль отдали, стал увольнем, лежит все время перед телевизором, чешет, но не попу и так далее. И после этого, что же с ним сделать? И многие начали писать: Андрей Андреевич, а как же решить этот вопрос? Да, действительно, мы помним, как эти люди у нас взяли. Существует такой метод. Необходимо положить рядом с дверью этих людей, которые попросили у вас соль, какую-нибудь сумму денег или какой-нибудь предмет, который бы они хотели забрать. И сказать: выкупаю свою соль. То есть отдаю тебе это, а обратно забираю соль. И после этого или при личной встрече там занять этому человеку деньги, или дать этому человеку деньги, или бросить этому человеку сумму денег в почтовый ящик для того, чтобы этот человек не мог отказаться, или там ребенку отдать эти деньги. Ну и сказать, что я выкупаю обратно свою соль. Точно так же выкупаю тишину при помощи просада. Существуют ли методы? Да, можно представлять, будто все, кто находится в квартире, зажглись белыми лампочками. Их будет отпускать. Как мне быть? Мой мужчина меня выгоняет из дома и хочет забрать магазин. Он у нас общий. Здесь очень сложная ситуация. Эту ситуацию можно решить. Для того, чтобы остаться вместе, вы должны знать, что для мужчины один из важных компонентов, который должен присутствовать, это сексуальная жизнь. Хотите вновь отношения, сделайте так, чтобы между вами появились сексуальные отношения. Пусть они будут у вас часто. Заставляйте этого мужчину чаще заниматься с вами тем, о чем я сказал. Естественно, в случае, если это будет происходить, выполняйте практики сливания или слияния крови, спасайте семью. Это все возможно сделать. Все эти методы, они известны, все я их даю, обязательно это делайте. Наталья Горлянская с оценка. Уважаемый Андрей Андреевич, тоже вопрос. При работе с больными, вечно ноющими, типа сиделки по часам, скажите, как себя этот негатив скидывать? Или достаточно спицы фуриока и запечататься? Но чувствую эту тяжелую энергию бабульки, на всех скинуть как бы хочет. Я могу вам сказать, каждый раз после того, когда вы поработаете с таким человеком, каждый раз уходя, перед тем как уходить, сделайте у себя настроение игривое. Или же, работая с такой бабулькой, делайте настроение игривое, то есть играйтесь. Там: ты моя ласточка, ой, какая ты молодец. А после самой работы обязательно потанцуйте. Та-та-ра-та-та, та-ра-та-та-та. Сделайте вот такие движения. Это и есть элементы защиты. То есть они одевают на вас чехол ментальный своих болей, своих уныний, разочарования в жизни, своих состояний, в которых они, нехороших, скорее всего, состояний, в которых они находятся не по своей причине, а уже связано это, видимо, с заболеванием или отношением к ним. Ну и вы после этого страдаете от того, что на вас такой чехол одевают. Дело в том, что этот чехол ментальный, его можно снять противоположным чехлом. Это чехол, который называется смешливость, игривость, радостливость, танцевальность. Таким образом, вот можете вот чуть-чуть потанцевали, встали, та-та-ра-та-та-там, какое хорошее настроение. И после этого увидите, и защиты делать не нужно будет никакой. Ирина Капитонова, сейчас уже будем заканчивать. Ирина Капитонова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. В первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо за школу и за то, что вы есть. Подскажите, пожалуйста, как можно помочь мужу с суставами? Очень болит тазобедренный сустав. Ну, я, к сожалению, эзотерический метод не дам, даду, как Горбачев сказал. Я, к сожалению, эзотерический метод не дам, а вот как лечить, напишите мне письмо в Facebook, и я напишу для него курс лечения
Хотите своими, а хотите не своими препаратами. Наталина. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Через полгода я вступаю в наследство с моим братом. Папина доля будет делиться на нас. Мы хотим продать наши полдома, но есть еще дядя, у которого свое наследство, и он препятствует нам. Его долю ни я, ни мой брат не собираемся продавать, только свою. Как эзотерически можно договориться и продать свои части, и на эти деньги купить нам с братом по жилью? Я могу сказать вам, Ната, что вам на протяжении этого и следующего года ни в коем случае не нужно продавать ваше жилье. Первое, вы не сможете купить каждый себе по жилью. Второе, этих денег вам не будет достаточно. Скорее всего, у вас мудрый дядя, который вам не разрешит это сделать. Он совершенно прав. Поэтому год-два поживите в этом жилье, а потом уже решайте вопрос. Дядя будет чувствовать себя не очень хорошо и даст вам разрешение, чтобы вы досматривали его и могли уже что-то делать. Ну и в целом я могу сказать, что с позиции вашего дяди он прав. Почему? Ну, вы нехорошо, к сожалению, относитесь к материальным ценностям. Не думая пока еще. Лидия Киселева, здравствуйте. Моим детям, сын и дочь по 35 лет, семьи не создали. Нужны ли мне как-то влиять эзотерически? Конечно, складывайте ручки, как я объясняю в первой ступени, обновленные. И говорите, желаю, чтобы каждая дверь перед... Ты моя маленькая доча, ты мой маленький сыночек. Пусть перед тобой каждая дверь откроется. Ну и так далее по тексту, как я обычно это даю. Знаете, интересный такой вот у меня был... Каждый день я получаю очень много писем. Сейчас вот в Facebook я смотрю, у меня 99 и плюс написан. То есть я получил за сегодня более 99 писем. Вчера интересное письмо было. Я стараюсь ответить максимальному количеству людей. То есть сколько смогу при свободном времени, столько я отвечаю. Кому успел, тому ответил. Женщина пишет мне сначала в группу: Андрей Андреевич, я увидела в мультике этот символ, что он обозначает? После этого пишет мне личным сообщением: Андрей Андреевич, я увидела этот символ в мультике, что он обозначает? Ей пишу: этот символ обозначает чувства управляют умом. Я говорю, ну а теперь, когда вы знаете, что этот символ обозначает, объясните, как вы им собираетесь пользоваться. Она говорит, я не собираюсь им пользоваться, мне было просто интересно. А вообще нужно было вам, Андрей Андреевич, вначале поздороваться. То есть человек не сказал мне спасибо за то, что я объяснил, что это такое. При этом еще и нахамил мне, и после этого... такие люди обычно спрашивают у меня: Андрей Андреевич, почему вы перестали принимать людей, почему вы никому не отвечаете? Я вас хочу убедить. Я, естественно, написал такое письмо, что, уважаемая госпожа, конечно же, извините, что я не написал здрасте. Почему? Потому что здрасте нужно написать, а это занимает время. Ну, уже если я отвечаю, то тогда я стараюсь все-таки больше времени уделить возможности ответить кому-нибудь. И, конечно, это нехорошо я делаю, это действительно необходимо писать. Я впредь буду писать «Здравствуйте». И задал ей вопрос такой, как вы считаете, если... В нашей школе на сегодняшний день больше 1 миллиона учеников. Ежедневно, даже гуляя по Киеву, меня постоянно кто-то узнает. Сегодня я заезжал в магазин, покупал продукты питания, и люди, которые мне продавали, вы представляете, они все смотрят меня. Также кто-то там покупал книги, читал книги, кто-то там следит за деятельностью уже не 1 год и так далее. И вот я иду по торговому центру, и один человек подходит «Здрасте», другие смотрят «Здрасте», третью машут, кто-то уже бежит обниматься и так далее. То есть говорить о том, что есть известность и популярность, нужно было, если я раньше говорил она есть, то сейчас я могу сказать, что она гигантская. Конечно же, вы представляете, очень много людей, которые знают обо мне, пытаются каким-то образом со мной связаться.
Когда они пытаются со мной связаться, я их понимаю, и я бы хотел им помочь таким людям всем своим сердцем. Но я, к сожалению, не могу это сделать, потому что огромное количество каналов, огромное количество писем, огромное количество людей, которые работают, пытаясь это все переворачивать, пытаясь этим всем людям дать какой-то ответ или там хотя бы хоть как-то довести это все до разумного завершения. Просто человек живет своей жизнью и думает, что я свободный человек, а у меня есть еще бизнес какой-то и так далее. Естественно, я ей написал, что представляете, если каждый человек, который находится в школе, посмотрит мультик или какой-нибудь увидит символ и после этого задаст мне этот вопрос и просто напишет: Андрей Андреевич, а что это обозначает? То есть я после этого должен буду сесть, отменить все свои задачи и после этого отвечать просто. То есть человек поигрался, а я потратил на это время. Но я хочу сказать, что мне необходимо содержать семью, мне необходимо быть здоровым, мне необходимо помогать людям, у меня есть много обязанностей и обязательств. Естественно, отвечая на вот такие вопросы, ну, после этого получить еще и нехороший ответ, конечно же, это все необычно. Для меня это необычно. Татьяна Грет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Занимаюсь практиками почти 2 года. Жизнь изменилась в лучшую сторону во многом. Спасибо вам большое. В последнее время часто идут мурашки по телу. Сначала было после практик с утра, а сейчас и в течение дня. И я сразу чувствую, что это связано с практиками. Почему это происходит, скажите, пожалуйста. Когда человек читает мантры, его спица фурёка, она начинает раскручиваться, что создает завихрение внешнего пространства в виде электромагнитных завихрений. Мы их, как эмпаты, которые развивают у себя паранормальные способности, очень часто начинаем чувствовать в виде вот таких чувственных аспектов, как по коже бегут мурашки, ощущение будто покалывает и так далее. Это правильно, все в порядке. Ну, это у человека до момента, пока он становится магом, происходит тысячи просто невероятных изменений, чувств, сознания, там очень много. Это эволюция, она такая тяжелая, я ее сейчас описывать пытаюсь в своей книге, которая называется «Ваджарное сердце», 2 часть. Добрый день, я приобрела 1-ю ступень, у меня вопрос, я рассталась с женихом, он вернется или искать другого? Ищите другого. Здравствуйте, учитель. Скажите, как на человека влияет место, страна, где он живет? Очень странное ощущение. Переехала с Латвии, где кое-какая-то вечная беготня и суета, в Литву, какое-то обволакивающее спокойствие. Мне, может, это только кажется, или все же это энергетика этой страны? Да, вам не кажется, это энергетика Литвы. Еще, если возможно, чем лучше мне заняться? Я не даю такие комментарии, сейчас некогда мне просматривать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Будьте добры, подскажите, как быстрее выскочить на новый уровень, практикуя ваши советы, философию школы. 2-ю ступень уперлась я в стену. Помогите, обожаю нашу школу. Как сыну помочь остудить чувства к бывшей жене? Хочу сказать, не лезьте к сыну, тогда прорветесь на новый уровень. Которая живет с другим эзотерически, применяя ваши практики. Друзья мои, не лезьте вы к вашим детям. Живите, пожалуйста, своей жизнью. Человек может помогать только тому человеку, какому-либо человеку, если он сам счастлив. Поэтому вы должны понять, вот смотрите, если у меня рот грязный, и я хочу подуть кому-нибудь в лицо, чтобы у этому человеку не было очень жарко, скажите, этому человеку понравится? Не понравится. Почему? Запах плохой. Но этому же человеку хочется, чтобы ветер был, да. Но он такой ветер не хочет, он хочет чистый ветер. Такая же особенность у людей. Несчастный человек, несостоявшийся человек, бедный человек, нелюбимый человек, не разобравшийся в себе человек, он не может помогать детям эзотерически. Он может только выпрашивать или вымаливать. Он может говорить, пусть в жизни каждая дверь откроется. Вот как я даю это в обновленной 1-й ступени.
Ну все. На этом я заканчиваю данный вебинар. Я очень рад, что мы сегодня все здесь собрались. Давайте сегодня, после того, когда закончится этот вебинар, вы перейдете на мой YouTube канал, который называется Андрей Дуйко официальный канал, и поставите мне лайк. Также хочу объявить о том, что на моем канале отключена монетизация. Я это сделал, потому что я получаю письма, где пишут о том, как я зарабатываю огромные деньги на монетизации данного канала. Я хочу сказать, что вы ошибаетесь. Монетизация на моем канале уже не проводится. Я все отключил. Теперь я не зарабатываю на этом никаких денег. Я делаю это абсолютно безвозмездно. Записываю это в своей собственной студии. Сейчас вы можете наблюдать, что у нас качество видео изменилось. Качество звука и качество видео стало лучше. В знак благодарности я бы хотел попросить вас, чтобы вы распространили данное видео на своих социальных страницах, Facebook, ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. Пусть, возможно, данное видео появится у кого-нибудь на странице, и, возможно, кто-нибудь его заметит из ваших знакомых и друзей, и они смогут найти ответы на вопросы, которые, возможно, их интересовали. Ну а кому не нужно, наверное, пройдет стороной. Возможно, это поможет какому-нибудь человеку, тем самым и вы улучшите свою карму, и я улучшу. Не забудьте подписаться на мой канал, а также не забудьте поставить лайк. Ну и если у вас совсем будет большое желание написать хороший комментарий к данному видео, я это принимаю. Огромное вам заранее за это спасибо. С вами был Андрей Дуйко, руководитель эзотерической школы Кайлас. До свидания. Одну минутку. Приглашаю завтра посетить Сангая, которое будет посвящено убиранию негативных психических состояний, привлечению в жизнь материального благополучия. Также хочу напомнить о марафоне, который у нас начнется в феврале. Это марафон целительства. Я советую присутствовать на марафоне тем людям, у которых есть проблемы физического здоровья. Одна из особенностей марафона заключается в индивидуальной работе почти с каждым человеком, энергетической индивидуальной работе. Также марафон это 3,5-4 часа работы утром, 4 часа вечером, где мы вместе будем выполнять эзотерические практики. Очень много будет дано информации, рекомендаций, связанные со здоровьем, как питаться, что делать. Я буду объяснять. Сейчас, когда человек заходит на марафон, он заполняет анкету. После этого я каждую анкету буду смотреть. После этого с каждым человеком буду работать, давать по каждому списку заболеваний свои рекомендации по питанию, сну, по образу жизни и так далее. В общем, огромное количество информации. До свидания.